Друзья, всем привет! Каждый мужчина должен, я бы даже сказал, обязан уметь влиять на любую женщину. Иначе его ждет крах. Почему я в этом убежден и не вижу ни единого аргумента для сомнения? Дело в том, что очень часто под моими видео можно увидеть такие комментарии, что, мол, почему я не могу быть естественным? Почему я не могу быть искренним и настоящим? Почему женщина не может полюбить меня таким, какой я есть на самом деле? Я не хочу притворяться, я не хочу использовать различного рода манипуляции. Я не хочу использовать разные шаблоны, которые я даю в своих видео. Для меня это чуждо. Это что-то чужеродное, непривычное. Это то, что вызывает у меня отторжение. Почему я не могу понравиться просто вот таким, какой я есть? И в принципе это вопрос довольно-таки резонный. И человек, который его задает, он действительно в это верит. Но давай сейчас зададим себе еще один вопрос. Вот просто самому себе. А много ли женщин в твоей жизни тебя полюбили вот таким, какой ты есть? Естественным. А сейчас задай себе еще один вопрос, даже более важный. А не является ли это лицемерием по отношению к себе? А не является ли это оправданием своей слабости, своего бездействия, своей лени и нежелания что-либо менять и что-то делать для того, чтобы твоя жизнь стала лучше и эффективнее? Ведь если задуматься, любое взаимодействие людей между собой – это манипуляция. Это некий акт влияния на другого человека. И если ты им не обладаешь, ты в конечном итоге всегда будешь в проигрыше. И всегда будешь слит любой женщиной. Да взять хотя бы воспитание детей. Ведь это одна сплошная манипуляция. Все эти методы основаны на актах влияния на ребенка. Об этом написаны целые книги. Как правильно игнорировать, если он что-то просит неадекватное, да? Где правильно промолчать. Все методы в воспитании основаны на влиянии для коррекции его поведения и выработки нужных качеств. Для того, чтобы ребенок, когда вырастет, он был адаптирован к социуму, он умел нормально общаться, и он был способен просто выживать банально. Если же мы будем просто искренне его любить, то мы будем задаривать его подарками, сладостями и давать ему все, что бы он ни попросил. Мы будем потакать всем его хотелкам, зачастую просто неадекватным. Что из него вырастет? Правильно, человек, который не приспособлен абсолютно ни к чему. В конечном итоге его ждет гибель, в прямом или переносном смысле. Он не выживет в социуме. Он не будет здоровым психологически человеком. Либо взять пример с животным. Я думаю, у каждого в жизни была собачка или кошка. И для того, чтобы приучить ее к определенному месту, к горшку, да, мы также используем методы дрессировки. Мы также используем методы, которые основаны на манипуляциях, в том числе. Мы влияем на это животное, на котенка. Да. Этими способами, тем самым, мы добиваемся того, чего хотим. А именно правильное место, куда бы он ходил в туалет. Вот. Если мы будем просто его любить и позволять делать все, что он хочет, тогда не удивляйтесь, если с утра вы проснетесь, а на вашей подушке лежат какашки. Просто потому, что он захотел, ему же там нравится, а мы его любим. Поэтому мы позволяем ему какать на нашу подушку. Вот.
Все это должно стать частью нас, когда ты это применяешь и не задумываешься об этом. Все это должно стать естественным процессом, чтобы не вызывать отторжения и быть неким чужеродным явлением для нас. Ведь в этом и смысл. Поначалу это может и даже будет казаться чем-то непривычным, это будет казаться притворством. Человек, который так рассуждает, почему я не могу быть естественным, да? Для него, если он применяет какие-то новые навыки, влияния, управления, манипуляции, да, для него это означает, что он притворяется. Да, это противоречит его сути. Но ведь смысл-то не в этом, а смысл в том, чтобы создать новый фундамент, новое основание для наших глубинных изменений, для нашей внутренней трансформации. И именно это, в свою очередь, уже становится для нас привычным. Давай поясню. Вспомни, когда ты в своей жизни чему-то переучивался. Например, ты что-то постоянно делал одно, а тебе нужно переучиться и сделать по-другому. Я думаю, 9 из 10 парней, которые меня сейчас смотрят, имеют навык вождения автомобиля. Я думаю, у каждого есть автомобиль сейчас. И большинство в своей жизни пробовало менять левый руль на правый. Да, например, пробовать кататься на японском автомобиле. Они же с правым рулем. Вспомни это ощущение. Либо наоборот. Если ты ездил на правом руле, пересаживался на левый. И вспомни это ощущение первую неделю. Для тебя это непривычно, неестественно. Это вызывает дискомфорт. Но ты вынужден это делать. Ты понимаешь, что ты должен адаптироваться, ты должен научиться этому для того, чтобы и дальше эффективно и безаварийно ездить по дорогам общего пользования. Да, ты приобретаешь этот навык, ты им пользуешься. И через неделю-две ты уже этого не замечаешь. У тебя это на автомате, на автопилоте. Понимаешь принцип? То же самое и если, например, ты долгое время ездил на автоматической коробке передач, а потом сел на автомобиле с механической коробкой передач. Да, примерно смысл тот же. Сначала тебе непривычно, потом ты привыкаешь, и для тебя этот процесс становится естественным. Также и с женщинами просто необходимо привить себе навык и опцию влияния на нее. Да, влияние на ваши отношения в целом, как следствие. Это же влияние будет распространяться и на другие аспекты твоей жизни, на других людей. Ты сможешь эффективнее коммуницировать с ними. Да? И этот процесс будет поначалу вызывать дискомфорт. Нужно быть к этому готовым. Но просто нужно это понимать, что в дальнейшем этот процесс уже станет естественным. Он сделает твою жизнь лучше, а твои отношения прочнее. За счет чего? Во-первых, за счет правильных реакций в какие-то кризисные моменты, проблемные моменты в отношениях, которые будут появляться обязательно. И второе, за счет отстаивания своих принципов, своих позиций, своих взглядов, интересов. Если ты думаешь, тебе не придется этого делать, потому что ты найдешь хорошую девушку, пригодную, придется. Почему? Дело в том, что современный мир оказывает очень деструктивное влияние на женщину, на любую. Программирует ее поведение совсем в неверном направлении. Ее сознание, оно мутирует со временем. Она идет совсем не в ту сторону, в которую нужно идти истинной женщиной, чтобы стать счастливой. Современные психологи вкладывают в сознание женщины ложные ориентиры, что ты самодостаточна, что ты достойна лучшего, что-то не нравится в отношениях, уходи. И поэтому навык влияния с нашей стороны позволяет напомнить ей
об ее истинном пути, позволяет ей быть даже в каких-то моментах благодарной нам, испытывать чувство благодарности. А это необходимо для того, чтобы отношения были крепкими. Поэтому вот эта фраза в комментариях: «Я хочу быть естественным, я не хочу притворяться, я не хочу манипулировать». Да? По сути, это равно «я не хочу обучаться, я не хочу переучиваться, я не хочу становиться лучше, я хочу плыть по течению. Так, кто мне предназначена судьбой, она сама меня найдет». Не найдет. А если и найдет, то ты очень быстро провалишь баланс, потому что дашь ей избыток своей любви, своих чувств, она просто уйдет. Это уже пройденный этап, это каждая вторая консультация, когда мужчина просто заваливает женщину подарками, забывая о том, что для женщины важно не чтобы любили ее, а чтобы любила она сама. Для нее это гораздо важнее. Она хочет испытывать эти эмоции. Но мужчины почему-то это забывают. Друзья, жду ваших историй в комментариях и скоро увидимся.